Сегодня обычный жаркий вторник. Джоанна, как и вчера, вновь вышла на работу регулировать дорожное движение. С утра она уже успела приготовить завтрак, отправить детей в школу и даже устроить стирку. Ее ждет долгий рабочий день под палящим африканским солнцем, пока ее муж будет заниматься ничего не деланием. Как, впрочем, и вчера, и позавчера. Но здесь это норма, и Джоан лишь одна из тысяч таких женщин. Добро пожаловать на Сейшельские острова. Это жизнь других. Многим из нас жизнь на Сейшелах кажется роскошной и беззаботной. Шикарные отели, дорогие яхты, теплый океан, постоянное лето. Но какая обратная сторона медали? Что мы знаем про местных жителей, про жизнь других? Родиться на Сейшелах – это значит родиться в семье, например, горничной Джордан, которая живет довольно скромно и воспитывает двоих детей без мужа. Или родиться в семье рыбака Гаммы, жить сегодняшним днем, есть рыбу, которую сам поймал, и радоваться простым мелочам. Или в семье Джинни Ред и Трэвиса Фреда. Хоть у них и большая разница в возрасте, осуждения общества они не боятся, так как осуждать тут не принято. В любом случае, родиться на Сейшельских островах – это родиться в стране, где всю жизнь можно наслаждаться солнцем, теплым океаном и кокосовым молоком как минимум. Давайте же посмотрим, где появляются на свет маленькие сейшельцы. Роды на Сейшелах местным обойдутся абсолютно бесплатно. И при этом здесь вообще нет медицинской страховки. Любое лечение, операция, роды не будут стоить ни копейки. Но удивило меня совсем не это. Знакомьтесь, это Колин, ей 42, и она на 5-м месяце беременности. А это Дарина, она на 6-м месяце, и ей 16. Это прекрасно, что вы в одной палате практически 2 поколения. Это у вас первый ребенок, надеюсь? Да, О, ну прекрасно, а у вас? у меня 6-й. 6-й? Слушай, с ума сойти, вы героиня просто. Ну, вы тоже героиня, поверьте мне. Но в 16 лет, то есть, ну, это была трагедия в семье или, то есть, это абсолютно нормально, тут в 16 лет рожают? Абсолютно нормально. У меня мама тоже родила моего старшего брата в 16 лет. Вот так. Оказывается, на Сейшелах рожать в возрасте до 18 лет вполне себе норма. И родители своих детей за это не осуждают, так как сами рожали в таком же возрасте. На Сейшелах рождается около 500 детей в год, чем родителям нет и 18 лет. И рожать здесь принято до 47 лет. При этом беременность совсем не повод для замужества. А вы замужем? Нет, я была когда-то, но сейчас без мужа. То есть, а он, получается, отец ваших всех детей или… Не всех. Первый ребенок от одного мужчины, второй от другого, а следующие 3 уже от мужа и 6-й от моего последнего бойфренда. Супер! Слушай, ну, я хочу сказать, что так можно запутаться даже. Быть многодетной матерью для Сейшел – вполне обычная история. Здесь можно часто встретить семьи, в которых по 5-8 детей, и, скорее всего, отцы у них разные. Моему парню 25. Ну, а вы не будете жениться, да? То есть вам не надо это? Нет. Вот так вот. Но есть еще один важный момент на Сейшелах. Здесь запрещены аборты. Думаю, это еще одна причина того, почему здесь так часто рожают. И это устраивает далеко не всех. Я бы разрешил аборты, потому что некоторые дети рождаются в неблагополучных семьях, где о них не могут должным образом позаботиться. Но постепенно законы смягчаются. Так, в стране появилась комиссия, которая рассматривает заявки на аборты и может дать на них разрешение. Ну, я хочу вам сказать, что все, я вам желаю удачи, вы молодцы. Я пошла дальше. Боже мой, я родила 2 и чуть с ума не сошла, честно говоря. Тут рожают по 100 человек. Я всегда думала, что жить на острове – это целыми днями плескаться в океане, лазать за кокосами и ловить рыбу голыми руками. Все как в кино, но нет.
Посмотрев на сейшельских школьников, ты понимаешь, что это миф. Наши дети считают дни до долгожданных летних каникул, когда же они начнутся, чтобы уже не думать про уроки, поехать на пляж, загорать, купаться в море. Давайте же узнаем, как учатся и живут дети, у которых круглый год лето, океан под боком, и в шортах они ходят прямо в школу. Все школы на Сейшелах британского и французского образца. А это значит, что здешний школьный аттестат дает сейшельцам право поступать в вузы Британии и Франции. А все потому, что несколько столетий Сейшелы были колонией сначала Франции, а потом Великобритании. У нас в школе половина учителей иностранцы. И преподаем мы здесь не только на родном креольском, но и на английском и на французском языках. Учатся здесь 12 лет и изучают весь спектр предметов. Мы изучаем историю, английский, французский, биологию и химию. У нас есть дайвинг и очень интересные уроки труда. Чистить кокос. Вот мне сейчас учитель труда все это показал наглядно. Выглядит это так, смотрите. То есть ты садишься, берешь кокос, предварительно его разбили и начинаешь чистить. Как, так? Ну это и просто, знаешь, это как на терке трешь его начинаешь. Было всегда 5. Но мы там не натирали кокосы. Мы делали винегрет. Это лучше делать. Фух, уроки труда точно не для меня. Мне бы что-то полегче. Вы не думаете, что я тут развлекаюсь на качельках на берегу океана? Я просто жду начала урока географии. Урок проходит прямо на пляже на берегу океана. Представляете? С помощью таких замеров дети определяют, где на береговой линии высаживать деревья. Наши расчеты мы отдаем местным властям, и они уже занимаются посадкой деревьев. Нам приятно, что мы вносим лепту в озеленение острова. Тут же проходит и урок физкультуры. Правильно! Кому нужен душный спортзал, когда под окнами пляж? Ребятам даже дождь не помеха. Государственные школы на Сейшелах бесплатные, как, впрочем, и везде. А вот частная школа обойдется в $300-500 в месяц. Дорого это или нет для сейшельцев, разберемся чуть позже. Если вы вдруг решили, что школьный аттестат британского или французского образца на Сейшелах – это предел возможностей для местных школьников, то вы ошибаетесь. У нас студенты получают дипломы Сорбонны и британских университетов, с которыми они могут получить работу не только на Сейшелах, но и в Лондоне, и в Париже. Добро пожаловать в Сейшельский университет. Поступать сюда, похоже, не так-то просто, потому что большая часть студентов оказывается здесь не сразу после школы. Сначала им приходится поработать, набраться опыта и новых знаний, чтобы успешно сдать вступительные экзамены. Перед поступлением я год проработала помощником менеджера крупной экономической компании, чтобы набраться опыта. И оно того стоит. Только посмотрите, будто в ботанический сад попадаешь. Пальмы, свежий воздух, конечно же, студенческое кафе. Но не это главное. Это лишь приятный бонус к тому, что здесь студентов обучают одни из лучших преподавателей со всего мира. Кто бы мог подумать? У нас есть профессора из Голландии, Франции, Германии, Великобритании. Вообще удивительно, что в университете очень тихо поют птицы. Все по своим аудиториям. А вот здесь, посмотрите, иди сюда, иди сюда. Очень удивительно, что преподаватели, когда уже устали от этих студентов, уже они замучили, приходят и занимаются йогой, расслабляются. А потом чик, и сразу на работу с новыми силами. Вот мне тоже так надо, кстати, надо подумать.
Студенты тоже занимаются йогой вместе с преподавателями. После долгих лекций по высшей математике, вычислений химических формул в лабораториях расслабиться хочется всем. В год образование стоит около 10 тысяч долларов. А это дешевле, чем получить диплом такого же образца в Лондоне или Париже. Но для местных и здесь привилегии. Стоимость моего обучения полностью покрывает государство. И, закончив университет, мне нужно будет несколько лет обязательно отработать на Сейшелах, чтобы отдать долг. Но я отсюда все равно не собираюсь уезжать. Поэтому это более чем прекрасная сделка. Если бы я раньше знала, что я могу получить престижный диплом гораздо дешевле, чем в Великобритании или во Франции, например, и при этом жить возле океана, возле пальм, ну, это же красотища, я бы обязательно воспользовалась этой возможностью. Но я уже давно не студентка, а вот у кого это все впереди, добро пожаловать. Если бы я родилась на Сейшелах, то была бы просто обречена работать всю жизнь. Ведь здесь практически все держится на хрупких женских плечах. На острове царит самый что ни на есть матриархат. И пока мужчины праздно шатаются по городу или прохлаждаются с ромом на пляже, сейшельские женщины работают. Например, горничными в 5-звездочных отелях за $600 в месяц. Или регулировщицами дорожного движения. А вот так выглядит типичное сейшельское полицейское отделение. Женщины-диспетчеры, женщины-патрульные, женщины-регулировщицы. Прямо девичник какой-то. Вот это я затесалась в это патрулирование местное, но я немножечко в шоке, потому что мне кажется, что все-таки это мужская работа. Вам так не кажется? Это не опасно вообще? Да нет, это же совсем не опасно. Ну подожди, но у вас же нету ничего, ни шокеров, ни пистолетов. Нападет на вас бандит, что вы будете делать? Вы же такие вот худенькая, маленькая такая, что ты вот с ним сделаешь? Оружия у нас нет, это правда. Все, что у нас есть, это наши руки и наручники. Но на Сейшелах практически нет преступности. Случаются маленькие кражи, в основном нарушения порядка. Например, у нас очень любят выпить, везде продают ром. И иногда некоторые любители рома так напиваются, что засыпают на дорогах. Мы таких забираем в участок. Ну, знаете, пьяных подбирать – это совсем не женская работа. Как бы меня не уверяли в обратном эти милые дамы. А я все-таки вот не поняла, кого в полиции больше, мужчин или женщин? У нас в полиции в основном женщины. Женщин все-таки больше у вас тут? Я в шоке. Слушай, ну как это так? Да у нас вообще все женщины работают. Часто бывает, что мужчина в семье сидит без работы, а вот чтобы женщина ничего не делала – это большая редкость. А нормальные полицейские зарабатывают здесь? Нам нельзя говорить. Ну на что хватает полицейскому его зарплаты? Ну, зарплаты хватает на то, чтобы содержать дома детей, чтобы ходить иногда в рестораны. И хоть девушки не сказали мне, сколько они зарабатывают, мне удалось узнать, что зарплаты сейшельских полицейских около $1500. А у вас есть вообще дети, мужья? Да, у меня есть муж. Да, у меня есть парень. Нормально вот ваши бойфренды, мужья, нормально вот относятся к тому, что у них жена полицейская? А чем они занимаются, кстати, вот и бойфренд, и муж? Он относится с уважением. Тем более, что я зарабатываю больше, чем он. Мой муж повар в ресторане. Очень часто сейшельские женщины зарабатывают больше своих мужей. И даже если сравнить чисто внешне, мужчины на Сейшелах какие-то худые все, хрупкие что ли. А среди женщин, наоборот, много рослых и крупных. Сразу понятно, за кем будет последнее слово. Ну, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что у вас такая очень интересная работа. То есть я не совсем до конца понимаю, что женская ли она. Ну, так вот ходишь с подружками, болтаешь, вычисляешь людей. Вообще это прикольно, как в кино. Как же так получилось, что на Сейшелах матриархат? Говорят, что так повелось еще со средних веков, когда на Сейшелы приплывали корабли, и матросы жили на острове всего несколько месяцев. За это время они успевали наделать детей островитянкам и уплыть. Поэтому семья держалась исключительно на женщинах и держится по сей день. Ну, что значит родиться женщиной на Сейшелах, я уже поняла. А что же все-таки значит быть сейшельским мужчиной? Тут они своими пристрастиями от наших далеко не ушли. Рыбалка. Для многих из нас рыбалка – это любимое хобби, развлечение. Мой брат, например, обожает рыбачить. Но мне интересно узнать, как же относятся люди к рыбалке, для которых она является основным источником дохода и главной профессией. Поехали.
Держи вот здесь, да. Смотри, как только почувствуешь, что клюет, сразу тяни. Это Гамма Аделин. Ловить рыбу – это все, что Гамма умеет. Я ловлю рыбу с 10 лет. Я не оканчивал никакие университеты, я даже школу бросил. Всю жизнь только и делаю, что рыбачу здесь. Сначала ловил рыбу с пирса, потом подсобрал денег и купил лодку. И дела пошли получше. Классно. То есть ты продаешь эту рыбу, да? Я работаю на себя. Сколько поймал, оставил себе немного на питание. Остальное продал. Сколько ты вот максимум можешь за один раз словить рыбы? Однажды я поймал марлина. Он весил аж 120 килограмм. Ничего себе, серьезно, как ты ее достал? А сколько ты так грубо зарабатываешь в месяц вот на том, что ходишь в море и ловишь рыбу? Конечно, все зависит от улова. В удачный месяц могу заработать $1000. В менее удачный 300-500 долларов. Но это совсем немного. Жизнь на Сейшелах очень дорогая, и чтобы прожить, нужно зарабатывать всей семьей. Интересно посмотреть, как живет простая сейшельская семья рыбака. Заглянем-ка в гости, тем более не с пустыми руками, а со свежим уловом. Ну вот, видишь, пока жена на работе, мы приготовим обед. Вы каждый день рыбу кушаете? 6 дней в неделю мы едим рыбу, и только по воскресеньям у нас мясо. Ой, слушай, вот это красота! Представляешь, целую неделю у тебя рыба, и по праздникам мясо. Я ожидала увидеть захудалую рыбацкую лачугу, но дом оказался вполне себе пристойным. Еще и домашнее хозяйство есть. У вас такой, большой дом, дорого стоят коммунальные услуги? 10 000 рупий обходятся все коммунальные услуги. Для нас это очень дорого. Дорого, да? Ага, я поняла. Ну, ты работаешь, получается, ты рыбак, а жена чем занимается? Жена работает в банке. В банке работает. Она зарабатывает больше, чем я. Вообще-то, благодаря тому, что она работает в банке, мы и смогли купить этот дом. На продукты вы сколько тратите? 5-6 тысяч рупий – это много. Мы не можем позволить себе есть все, что захотим. Даже если рыба уже надоела, мы все равно ее едим. Ну, рыба вам бесплатно, ну что, ты же ловишь, принес домой, все рыба есть, правильно? Да, нам в этом плане повезло. Многие сейшельцы покупают рыбу на рынке. А сын помогает тебе на рыбалке? Нет, он учится. Мой сын – это моя инвестиция. Он много учится, будет образованным человеком, найдет хорошую высокооплачиваемую работу. И тогда я, наконец, расслаблюсь и буду отдыхать. Я учусь на программиста. Слушай, будешь умный человек, будешь потом помогать родителям. А кто в доме главный, мама или папа? Я бы сказал оба, но главнее все равно Гамма. Как интересно, а мне говорили, что у вас женщины всем управляют, и женщины главные, и что мужчины все слушаются. А тут раз я прихожу и ломаю стереотипы то есть вы мне ломаете стереотипы? Мы даем им возможность думать так. Пусть верят, что они главные. Счастливая жена, счастливая жизнь. Это правильно. Что, счастливая жена, счастливая жизнь. О, вот это мне нравится. О, сейчас приеду, устрою скандал. О, я люблю это дело. Я, конечно, помогла вам мало, но что-то хоть спросила. Жена придет, будет довольна. Скажет, что пришла домой, да, давай, убирай это. Пришла домой, а все приготовили, все, какие молодцы, боже мой. Знаешь, я лук порезал, рыбу поймал, принес, почистил, понимаешь? Не то, что это... На, чисть, жена, рыбу, потому что я тебе ее поймал. Нет, все сам, посмотри. Чики-пики, я смотрю, надо тебе лук или что-то тебе надо? Быть сейшельцем – это, как правило, иметь насыщенную личную жизнь. Здесь в порядке вещей для мужчин иногда похаживать налево. У сейшельцев может быть несколько детей от разных женщин. Причем все эти женщины могут знать о существовании друг друга и даже между собой дружить. Прямо не Сейшелы, а Санта-Барбара какая-то. Есть мужчины с серьезными намерениями, но таких меньшинство. Большая часть все же безответственные, живут одним днем. Поэтому многие женщины решают оставаться одинокими и не тратить время на этих баловней судьбы. Еще здесь многие экономят на свадьбах. Так, по местным обычаям, на свадьбу надо пригласить чуть ли не весь остров. И чтобы избежать таких трат, большинство пар живут в гражданском браке. Есть еще одна особенность сейшельских семей. Знакомьтесь, Джинни Ред и Трэвис Фред. Ей 56 лет, ему 36. Но это не мама с сыном. Джинни и Трэвис любят друг друга. Они пара с разницей в возрасте в 20 лет. И для Сейшел это типичная ситуация. Как вы познакомились? Сколько вам было лет?
Джинни работала в телефонной компании, а я пришел оплатить свои счета. Так мы и познакомились, и уже 13 лет вместе. Для Сейшел это нормально, то, что вот разница вот такая большая и женщина старше? У нас очень часто можно встретить пары, в которых женщина старше. Когда мужчина живет с женщиной старше себя, он ищет зрелость. А когда женщина выходит замуж за мужчину намного старше, она ищет деньги. Так что такие отношения, как наши, более честные. Наш брак поддержали мои родители, отец, мать. Все дали благословение. Несмотря на то, что мы 13 лет вместе, у нас общих детей нет. У Джинни есть сын. И даже уже 3 внука. Сколько лет твоему сыну, Джинни? 32. 32. Даже не знаю, сколько лет ему. Вот так. Сын и возлюбленный почти ровесники. Мы любим друг друга, но общих детей у нас нет. То есть, если ты вот с этим смирился, или ты, в принципе, или ты будешь готова к тому, что у него могут появиться дети где-то в другом месте? Если у него появятся дети на стороне, я приму это. Потому что я люблю этого человека. Слушай, я скажу, вот, знаете, я вам скажу, что если бы в нашей стране была бы любовь, и у него появились бы дети на стороне, при всей бы любви она бы его бы убила, как минимум. Ну, как минимум покалечила бы. Я вам серьезно говорю. Ну нет, мы так не реагируем. Для нас это обычно. Меня больше расстраивает, когда Трэвис устраивает в доме бардак. Он может готовить на кухне и оставить после себя гору грязной посуды. Понимаете, сейчас миллионы наших телезрителей смотрят и говорят, если он принесет ребенок, она скажет, боже, какая прелесть, а если он ее берет на кухне, я ему дам подзатыльник. Я просто в шоке, вы просто меня, конечно... Джинни повезло устроить свою личную жизнь. Правда, не ясно, надолго ли Трэвис задержится в ее доме. Как я уже говорила, на Сейшелах в основном приняты гражданские браки. И такие неузаконенные отношения разваливаются очень часто. Поэтому почти половина семей на Сейшелах – это одинокие матери с несколькими детьми от разных мужчин. Я нахожусь в гостинице «Совой» на Сейшелах. Это самое подходящее место для райских каникул на теплом океане. Миллионы туристов каждый год посещают Сейшельские острова. Их привлекают открыточные виды и роскошные отели, возле которых находятся главные достопримечательности острова. Это пляжи, широкие линии белоснежного песка и океан нереального бирюзового цвета. Пляжи Сейшел входят в десятку лучших и самых красивых пляжей мира. Так что неудивительно, что многие стремятся попасть в это райское место. А большинству местных жителей приходится в этом раю не отдыхать, а работать. Туристы, приезжающие на Сейшельские острова, хотят получить максимальный комфорт, попасть в сказку, в рай. Но порой они даже не задумываются и не замечают людей, которые эту сказку им и создают. Давайте же посмотрим, кто работает в поте лица, чтобы обеспечить комфорт туристам. Джордан, hello. Hello, good morning. Morning. Я тебе не помешала, я могу тебе помочь, слушай. Джордан работает горничной в 5-звездочном отеле. Ее рабочий день длится с 8 утра до 4 часов дня. И за это время ей нужно убрать 15 номеров. Номер за сколько времени ты должна убрать? 35. Обычно минут 30. Ага, то есть полчаса ты должна убрать весь этот огромный номер. Ну, а сколько ты зарабатываешь? Ты нормально зарабатываешь? Давай я тебе поправлю, смотри, подушечку ты вот, видишь, не поправила, я тебе сделала. 7. Я получаю $600 в месяц. А у тебя сколько детей? 2. One boy. Мальчик и девочка. О, ну так прекрасно. То есть, ну, а муж тебе алименты не платит? Отец моей младшенькой помогает, а папа старшего сына помогать не хочет. Подай в суд на него. В суд можешь подать на него? Пусть помогает тебе. Да нет, пусть тебе живет. А сколько твоим детям лет? Мальчику 11 лет, а дочке только годик. Ага, то есть а с кем ребенок маленький сейчас? В центре для детей. В центр. Ты отдаешь его в специальный центр для маленьких детей. Ну, давай-то я тебе помогу сейчас вот эту вот траву выложить. И давай сходим к тебе домой. Мне же дико интересно, понимаешь, как ты живешь, а? Давай. Господи, нельзя ж ложиться. Господи, боже мой.
Каждый вечер прямиком из роскошного 5-звездочного отеля Джордан отправляется к себе домой. Вот в этом доме она и живет. Ее дом не весь, конечно. Она занимает в нем лишь небольшую квартирку. Hello. Ой, какие дети. Ой, слушай, ну, Джордан, что тебе сказать? У тебя мало места, меньше, чем в гостинице. Это, твоя квартира, ты ее купила или ты ее снимаешь? Это аренда. No, I'm renting with her. Нет, я ее арендую. Но она такая очень малюсенькая. А где вы спите наверху, наверное, да? Yes. Да, А, да, наверху 2 комнаты. вы втроем живете здесь. Да, я и мои 2 детей. А можно посмотреть? Там кухня, наверное, да? Можно посмотреть? Дома у Джордан не такой порядок, как в номерах, где она убирает. Оно и понятно. Одна с 2 детьми, никто не помогает, еще и на работу ходит. А видишь, а кровать все равно заправляет, как будто в гостинице. Видишь, уже это профессиональная болезнь, так сказать. Пойдем из спальни в детскую. Слушай, знаешь, тут такое ощущение, что этот пол под моим оператором, честно говоря, сразу провалится, потому что он как будто из фанеры. Я иду, и он аж прямо, я чувствую, как он колышется. Мало того, что пол такой хлипкий, так еще и крыша жестяная. И когда идет дождь, капли барабанят по таким крышам особенно громко. Как тут спят? Ну, местным привычно. Ну, что вы хотите, ребята? Вот такая она жизнь на Сейшелах. Пора узнать, дорого ли здесь жить. А сколько стоит вот это жилье? Я плачу в месяц за аренду $36. Это специальная цена для местных. Плюс мне скидка, как матери-одиночки. Газ, свет, вода, отопления нет у вас. Вот входит в это или нет? It's up Это отдельно. А, это еще отдельно, да? Сколько ты платишь за свет? 400. Я плачу где-то 400 рупий, но это очень мало. Слушай, а как ты вот думаешь, твой вот ребенок вот старший, ему сейчас 11, после школы куда он пойдет? Работать или учиться? Зависит от него. Ему надо много работать, чтобы поступить в университет. Слушай, а скажи, а ты хочешь еще детей? Нет, Because потому что у меня уже есть 2 детей, и растить их не так уж и легко. Ну, а у тебя есть, может быть, какой-то бойфренд, или ты сейчас одна? Нет, и не хочется. Ну, это в данный момент, но у тебя же может появиться какой-то любимый человек, и тогда будут еще дети. I always Если я кого-то встречу, и он захочет детей, то пусть, дружочек, делает их без меня. Учитывая, что на Сейшелах запрещены аборты, я бы на месте Джордан не зарекалась. И вообще не сладко родиться здесь женщиной, знаете. Мужчины в большинстве своем безответственные. Родится у тебя ребенок, и тебе потом одно их растить, воспитывать и деньги зарабатывать. for me. Для меня заводить по 5-6 детей – это слишком. А ты во сколько родила своего первого ребенка? В 17 лет. Это рано. Моя мама родила меня вообще в 16. А если твой ребенок вот в 16 лет забеременеет, ты тоже, это примешь, это будет для вас как бы нормально? I need Конечно, приму, потому что сама родила ее в таком же возрасте. И хоть местные женщины рожают рано и при этом не хотят замуж, они все равно стремятся нравиться мужчинам. Вы никогда не увидите меня с макияжем. Я за натуральность. А ты хочешь замуж? you're only on Ну, может, лет в 60. А почему так? Почему ты не хочешь раньше, если мужчина будет хороший, будет помогать тебе, будет любить твоих детей? they are the Пока я с мужиками завязала. Да, хорошие мужчины здесь на вес золота. И пока женщины пытаются устроиться на работу, заботиться о детях, вести быт, сильная, если можно так сказать, половина сейшельцев занимается кладоискательством. Многие мужчины отдают всю свою жизнь поискам клада, который на Сейшелах когда-то прятали пираты. До того, как на Сейшелах в 18 веке появились первые поселенцы, острова были пристанищем легендарных морских пиратов. Они укрывались здесь от властей и, по легенде, прятали награбленные сокровища. Местные верят, что на Сейшелах до сих пор найдены еще не все сундуки с золотом и с упорством продолжают рыть все вокруг. Иногда кому-то на островах действительно удается найти клад. Но это не значит, что можно тут же разбогатеть.
По сейшельским законам человек не может претендовать больше, чем на 25% сокровищ. Я обожаю показывать тайные места города, о которых даже местные не знают. Идем. Я понятия не имею, что это за место. Никогда там не был. Я бы не советовал там появляться. Лучше обходить это место стороной. На Сейшелах находится всего лишь одна тюрьма. Вернее, две. Одна действующая, которая находится на острове, с которого невозможно убежать, ну так говорят. А вторая вот эта, заброшенная. Ее закрыли 10 лет назад. И теперь здесь ходят только призраки. И вот я приехала. Идем посмотрим. Эта тюрьма просуществовала всего 30 лет и была самой большой в те времена. Раньше здесь сидели современные пираты из Сомали, пойманные у берегов Сейшельских островов. Но с каждым годом преступности на Сейшелах становилось все меньше, и тюрьму закрыли за ненадобностью. Вот, пожалуйста, вот это и камеры. Все открытые, продуваемые. Сейчас тут только ящерицы и муравьи. Ничего нету. Кроме двухъярусной кровати ничего нету. Даже туалета нет. Куда же они ходили в туалет-то? Тут два человека лежат себе и загорают. Вот так все и осталось так, как и было. Ну вот тут, пожалуйста, тут 3 душевые и 3 туалета. На сколько тут? На 10 камер. Ни дверей, ничего нет. Ну, вот и все. Жуткое чувство здесь. Несмотря на жару, в этом месте по спине бежит неприятный холодок. Ну, не нравится мне тут. Родиться на Сейшелах – это не только перебиваться заработком от ловли рыбы, загорать под палящим африканским солнцем и работать всего до 4 часов дня. Есть и те, кто сумели здесь сколотить состояние, открыв свой собственный бизнес. Например, как семья Смитов. У них свой собственный бар и арт-галерея. А еще прекрасный дом, который Ричард построил сам. Oh, hello. Hello. Nice to meet you. Hello. 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 Господи, вот так вот я и представляла на самом деле вот дом на Сейшелах. Вот с таким шикарным видом. Боже, красота! Дом действительно замечательный. Просторные комнаты, гостиная с открытыми террасами, а за окнами тропический сад. На Сейшелах люди, имея свои дома, тоже с удовольствием занимаются садоводством и огородом. Вот Ричард своими руками вырастил вот эту пальму. Вообще все пальмы, которые здесь есть, вырастил сам Ричард, потому что когда он построил дом, тут был просто склон и ничего больше не было. Вот это вот одна пальма, тут вот веерообразная, там бананы и кокосы. Ну, яблок и груш нет. К сожалению. Не растут они у них, только бананы и кокосы. Стоимость такого дома может доходить до $2 миллионов. Наверное, содержать его – недешевое удовольствие. Дорого содержать вообще, такой большой дом здесь? Это недорого. У нас же здесь нет кондиционеров. Натуральная вентиляция, так сказать. Так что довольно дешево. Вот так. Если рыбак Гамма еле справляется, чтобы оплатить все коммунальные услуги, то для владельцев бара это сущие пустяки. То есть я так понимаю, что вы коренной сейшелец, вы, очевидно, нет, я так понимаю? Я из Британии, но живу здесь уже около 30 лет. Карен, какое у тебя вот сразу было впечатление, когда ты сюда приехала, о местных мужчинах? Хорошие. Они очень тактичные, веселые, дружелюбные. Повеселее англичан будут. Карен о сейшельских мужчинах лучшего мнения, чем остальные женщины, с которыми я общалась. Все-таки она вращается в другом кругу, и мужчины там совершенно другие. Я так вот понимаю, вот общаясь с вами, что все-таки у вас жена главная, вот мне показалось, в семье. Это правда или нет? Я рад, что ты это сказала, потому что она тоже так думает. Ой, хоть что-то общее с остальными сейшельцами. Что-то мне подсказывает, что рожать в 16 лет в этой семье тоже не принято.
Моя лучшая подруга и одноклассница родила в 16 первого ребенка, в 19 второго и в 23 третьего. Мне тоже 23, но рожать я пока точно не собираюсь. Как ты думаешь, почему это происходит? То есть не учат в школе или это из-за культуры в семье? Почему это происходит? Мне кажется, такое есть во всем мире. Конечно, здесь это более распространено. Традиция рожать рано тянется из поколения в поколение. Моя мама родила меня в 16. Скажи мне, а ты собираешься вообще замуж выходить? Да, почему бы и нет? Я не против. Ну, потому что я тоже тут спрашивала у местных жителей, они говорят, что нет, мы можем жить вместе, но нам не нужно официально жениться, потому что на Сейшелах это не принято. Да, они предпочитают иметь больше, чем одного мужчину. Все-таки у каждого здесь свои Сейшелы. И несмотря на то, какой у тебя социальный уровень, страну свою любят все. И покидать ее не собираются. Узнаем же, каково быть сейшельцем на пенсии. Для меня идеальная картинка пенсии – это сидеть на берегу океана, в шляпе, пить коктейль, писать мемуары, ни о чем не беспокоиться. И мне очень интересно узнать, что же думают про свою пенсию люди, которые прожили всю жизнь вот в этой идеальной картинке сказки. Идем посмотрим. Это сейшельский дом престарелых. Небольшой, уютный. Таких на островах довольно много. Но поселиться в нем могут только те пенсионеры, которым нужен постоянный уход. Как этому постояльцу Антуану. Чао. Ой, ну вот так вот и живут тут местные пенсионеры. Вот тут кровать, он отдыхает, шкаф большой, кухня, холодильник. Ой, что-то у вас кипит, Антуан. Наверное, надо поднять крышечку, да? Ага, рис варит, видишь, для себя. Я вам тут все помогла. Вот, тут свой душ. Тут же он стирает. Раковина, туалет и, смотрю, верандочка есть своя. По-моему, очень симпатично. Похоже на санаторий. Террасы, пальмы и персонал, который за тобой ухаживает. Антуан, а вы давно тут живете уже? 4 года. 4 года. А сколько вам лет? 66. А почему вы сюда приехали на пенсию? Это правительство решило? Получается, за вас платит правительство за ваше проживание тут? Да, я здесь абсолютно бесплатно. Условия такие хорошие. Мало того, что для местных всех возрастов бесплатное медицинское обслуживание, так и на старости содержание в доме престарелых оплачивает государство. Плюс пенсия здесь примерно 5000 рупий. Живешь вот здесь, тебя кормят, ухаживают, еще и пенсию платят. Местным старикам ее, наверное, и тратить особо не на что. А жена у вас была? Когда-то была. Еще у меня 4 детей, и все от разных женщин. Интересно, конечно. Ой, и этот туда же. Сейшельцы есть сейшельцы. А дом действительно хороший. Рядом океан, где пожилые люди любят прогуливаться. Здесь живет не больше 10 человек. Все дружат, собираются поболтать за обедом, поиграть в домино. Я бы, наверное, на старости лет осталась здесь и писала мемуары. А что, условия для этого более чем идеальные. Осталось дождаться, когда мне стукнет 63. Ведь именно в этом возрасте сейшельцы выходят на пенсию. Но вы счастливы? Вам здесь лучше, чем вот дома? Да, здесь лучше. Что ж, возможно, на Сейшелах жизнь не самая идеальная, но у местных есть редкая возможность стареть на берегу океана, наслаждаясь шумом волн и криком чаек. Жить на Сейшельских островах – это означает каждый день наслаждаться океаном. Есть экзотические фрукты, заканчивать свой рабочий день задолго до заката солнца и даже не подозревать, что существует на свете холод. Кажется, что тут настолько все беззаботно, что никто даже и не думает про завтрашний день. Но на самом деле нам это только кажется. Я бы хотела заботиться о планете, А я жить в мире без конфликтов. чтобы нас уважали за нашу работу.
Улучшить нашу медицину, Заботиться об экологии. Перестать осуждать друг друга. чтобы мы все начали наслаждаться жизнью. Наслаждаться жизнью и быть счастливым – это выбор каждого из нас. Возможно, отсутствие осуждений и предрассудков в этом помогает чуточку больше. Но это уже их жизнь, жизнь других.